Добрый день, друзья! Сегодня в видео речь пойдет о препарате Аминосил. Но не о самом препарате, а я вам обещала показать стеллаж, на котором собраны все орхидеи, их там 70 штук, и что происходит с этими орхидеями через 3 месяца. Как они себя ведут, как цветут, ну и вообще, что же на том стеллаже у меня появилось нового. И помните наш старый советский фильм «Москва слезам не верит», когда главная героиня говорит: если мужчинам не интересно то, что я сейчас буду говорить, то выключите, пожалуйста, телевизор. Вот и я предлагаю тем подписчикам, которым не интересно, какие результаты после применения аминосила, не надо писать злобных комментариев, а просто выключите телевизор. А если вам есть что сказать, есть чем поделиться какими-то конструктивными идеями, пожалуйста, добро пожаловать. Если вы тоже используете аминосил, поделитесь. Если у вас успехи, вот все мне нравится аминосил, лежать. Если у вас успехи или какие-то неудачи. Но давайте немножечко истории именно о том стеллаже, который у меня находится в другой комнате. 3 месяца назад, в конце марта, мне муж собрал новый стеллаж из 4 полок. И туда я в основном поместила орхидеи, те, которые уже цвели в этом году и закончили свое цветение. То есть цветение уже было, и начинается полив экспериментальный новым для меня препаратом. А то, что вы видите позади меня, этот стеллаж, ну какие-то орхидеи я уже удобряю равноценным удобрением, но те, которые цветут, тоже поздно выпустили цветоносы, пока еще не удобряю. Здесь так пополам. Но нам нужно с вами понять разницу. Как цветут орхидеи без удобрения аминосилом, с другим удобрением. И что происходит с орхидеями, которые я поливаю только аминосилом. И вот так по-разному я буду удобрять свои орхидеи. Мне хотелось бы почувствовать разницу, если она будет, или же ее не будет вообще. И мы с вами разберемся в этом только к зиме. Потому что мне бы хотелось увидеть зимнее цветение и на этом стеллаже, и на стеллаже в другой комнате. А теперь давайте пройдем к большому стеллажу и посмотрим, что там происходит. Кстати, покажу вам орхидеи, которые мы недавно с вами пересаживали. Это были малышки. Есть на том стеллаже орхидеи, о которых я рассказываю постоянно, и они цветут. Давайте пройдем и посмотрим. К сожалению, в этой комнате не приспособлено все для съемки. Свет от ламп на стеллажах находится позади меня. Лампы здесь использованы бытовые 32 ватта, 6500 Кельвина. Цветовая температура. А теперь давайте посмотрим. Я встану за камерой, буду немного рассказывать об этих орхидеях и посмотрим, что цветет. Давайте начнем с нижней полки, мне так удобнее. Кстати, вот. Все рядом, все спят. На нижней полке есть распустившиеся орхидеи. Кстати, красивый биглип. И есть еще цветоносы, пока набирают бутончики, наливают бутоны. Конечно, когда будет полный распуск цветов, я вам обязательно все покажу. Но вот эта орхидея, буду рассказывать не обо всех орхидеях. Вот эта орхидея, вот видите, старый цветонос, пробудившаяся почка. А вот новый цветонос.
Везде, почти везде есть цветоносы. Вот если вам кажется, что там нет, тоже есть. Вон он там вдалеке. Я их показать. Там неудобно показывать, но очень много цветоносов. Есть орхидеи, которые поставлены сюда не для цветения. Вот, например, стоит знаменитый Арксрей. Недавно была пересадка, и мне очень хочется понять, как влияет на него аминосил, как повлияет на него пересадка. Пока молчит, но пересаживали мы его с вами совсем недавно. Но корешки все остались живые, все в порядке. Есть недавно пересаженные орхидеи, например, маленькая бабочка, пикантный апельсин. Вот, пожалуйста, 2 цветочка. Такая чудесная бабочка. Но если вы смотрите канал постоянно, то некоторые орхидеи вам знакомы. Например, Биглип Легенда. Я его получила в посылке прошлым летом, и у него было столько мокрых черных пятен на листьях. Вот видите, он возобновляет свою жизнь, продолжает, вернее, ее, растит маленькую детку на цветоносе. Да, конечно, он сушит листики, но вот корешки. Там тоже есть корни. А такая мультифлора цветет на 2 цветоноса. Вот чудесная ветка. Хотелось бы, чтобы на этих ответвлениях тоже сформировались бутоны. Вот еще красивая орхидея, тоже пятнистая. Я ее называю типа панда, но жду, пока распустятся бутончики. Черный медведь тоже выпустил цветонос. Следующая полочка. Третья. Может быть и немного цветоносов, но они есть. Они даже еще пока подрастают, даже еще бутончики не сформировались. Но, например, орхидея Toleration, за которой мы с вами все время наблюдаем вместе с орхидеей Леди Мармелад, но Леди Мармелад находится на другой полке. И эта орхидея растет вместе с торфяным стаканом. Вот таких 3 цветка. Еще одна орхидея была заявлена как Санта-Клаус. Ну, похоже. Хотя белой каймы по краю лепестков чуть меньше, чем должно быть у Санта-Клауса. Но цветет. Тоже выращивала с малюсенькой орхидейки. Вот здесь есть бабочка желтая, к сожалению, не знаю ее название. В этом горшке посажено 2 орхидеи. Одна из них бабочка, а другая все время цвела пилориком. Но бабочка какая-то жадная до цветочков. И даже когда на другом стеллаже стояла, тоже вот небольшое количество цветов. А Феррара распустила 3 цветка. Она просто пробудила почку, и всего 3 цветочка. А вот на самой верхней полке я собрала те цветы, у которых очень длинные цветоносы. Мне пришлось с нижней полки поднимать горшки на верхнюю, потому что такие длинные цветоносы получились, что я этого не ожидала. И они на нижней полке начали закручиваться. А расстояние на этой полке до потолка на 15 сантиметров больше, чем на нижней. Поэтому сюда собрала все самые высокие цветоносы. Чудесный пилорик Марракеш. Покупала его под Новый год. В прошлом году под Новый год.
одну почку пробудил и выпустил новый цветонос. А и сейчас дракона сломаешь. Извините. Лампа длинная. Но не сломали, слава богу. Дракона. Подожди, он не дракон, а... Розовый дракон. Да, розовый дракон. Ух, там не помню и не вижу названий. Но это, наверное, не важно. Важно посмотреть, какие там цветоносы. Вот вижу Андору. Вот та Андора. Она болела, и про ее болезнь я тоже рассказывала и показывала. И после вот этого цветения обязательно нужно сделать ей пересадку, удалить нижние листья, вот эти больные. А корней нарастила там очень много. Обязательно будем делать с вами вместе пересадку. Ну вот, это я не знаю, как называется орхидея, но она у меня не цвела 5 лет. Зимой был огромный цветонос на там, 12 или 13 было цветов. Но это только-только распустился цветок. Потом, через 3-4 дня, он становится значительно крупнее. И вот такую почку пробудила. И опять смотрите, какой мощный у нее цветонос. Ну, правда, будет не 10 цветочков, а, по-моему, там всего 6 или 7. Но все равно красивая орхидея. Мне чем-то напоминает Magic Art. Там еще цветут. И рядышком вот с той цветущей орхидеей, по виду цветоноса, по-моему, это каменная роза. У них почти, конечно, у всех есть названия, но вот 350 и более орхидей, запомнить все названия, это, наверное, сложно. Ну, по крайней мере, для меня. Ну и, конечно, когда распустятся почти все цветы, я еще раз вам покажу, что происходит на этих полках. Я не про тебя рассказываю, совсем не про тебя. Все тише. Совсем не про тебя. Мне очень нравится, как выпустили орхидеи цветоносы на большом стеллаже, но я хочу немножко изменить эксперимент. Вы все знаете, что нежелательно удобрять цветущие орхидеи, но я хочу нарушить этот запрет. Я продолжу даже цветущие орхидеи на большом стеллаже удобрять аминосилом. Производитель позиционирует это удобрение как витамины. Но для меня это удобрение. Но это мое личное мнение, совершенно отличное от производителя. Поэтому и дальше цветущие орхидеи на том стеллаже я буду удобрять аминосилом. Да, как написано в инструкции. На этом удобрении написано 5 мл на 2 литра. Как написано на коробочке, так и действую. Пока мне все нравится. Но мне бы хотелось увидеть зимнее цветение. Но это можно увидеть только зимой. Поэтому эксперимент продолжается. Рассказывать я о нем буду обязательно. Я никогда ничего не бросаю на полпути. И вот мы с вами посмотрим. Сейчас летнее цветение, потом зимнее цветение. А все орхидеи, которые находятся позади меня и на других стеллажах, я продолжу удобрять равноценным, любым, вот, который я вам показывала удобрение, любым удобрением. К аминосилу это не будет иметь никакого отношения. И мы с вами обязательно увидим, как себя ведут орхидеи с применением органических удобрений и неорганических удобрений. И обязательно сделаем выводы. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.